Второй крестовый поход. Эта история начинается в 1099 году. На Ближнем Востоке только отгремел успешный для христиан первый крестовый поход, и крестоносцами был завоеван Иерусалим. На покоренных землях рыцари основали свои государства. Это Эдесское графство, где правил Балдуин Бульонский, Антиохийское княжество, в котором восседал Боемунд Тарентский, и Иерусалимское королевство, где царствовал Готфрид Бульонский. Попав во враждебную среду, крестоносцы, окруженные мусульманскими странами, были вынуждены бороться за свое существование и вести практически непрерывные войны с соседями. Друзья, а прежде чем продолжить просмотр ролика, хочу попросить вас подписаться на мой канал. Вам не сложно, а мне будет безумно приятно. Первый король Иерусалима Готфрид Бульонский, который скромно называл себя защитником гроба Господня, пользуясь случаем, пока мусульмане приходили в себя после недавних поражений, захватил пару городов на побережье Левантийского моря. В этом же году в Иерусалиме был основан орден госпитальеров, который начинался с госпиталя для лечения пилигримов, а со временем превратился в могущественную военную организацию, целью которой стала защита Святой Земли. Готфрид правил всего 1 год и погиб под стенами города Акра, осаждая его. Ему наследовал младший брат Балдуин, прибывший в Иерусалим из Эдессы. Крестоносцы действовали независимо друг от друга, каждый был сам по себе. Так Боемунд Тарентский напал на Северную Сирию и дошел до Алеппо и разорил его окрестности. А в 1101 году он вмешался в войну тюркского бейлика Данышмент с армянским княжеством Мелитена на стороне последних. Здесь удача покинула этого бравого крестоносца, и, попав в засаду, устроенную турками, он был на голову разбит и не смог спасти Мелитену. Данышмент взял его в плен и потребовал за его свободу огромный выкуп. В Европе, узнав о несчастье Боемунда, бросили все силы на его освобождение. Начался арьергардный крестовый поход 1101 года. В путь отправились ломбардцы из Милана, руководимые Ансельмом IV. За ними вышли бургундцы из Невера, возглавляемые Гильомом Неверским. А последними вышло объединенное франко-баварское войско, во главе которого стояли Гильом Аквитанский, Гуго Вермандуа и Вельф Баварский. По пути к ним присоединились австрийцы, возглавляемые маркграфиней Идой Австрийской. Пройдя через Византию, ломбардцы в Никее соединились с отрядом Раймунда Тулузского, бывшего тогда на службе у византийцев. Ансельм спешил освободить Боемунда и, несмотря на советы Раймунда, в самый разгар лета отправился в путь через жаркую Анатолию. По пути в Никсар, где содержался Боемунд, крестоносцы захватили Ангору и передали ее Византии. Это была их единственная победа, поскольку близ Мизифона их уже поджидало в засаде объединенное войско Кылыч-Арслана, известного со времен Первого крестового похода, а также Данышменда, пленившего Боемунда, и Ридвана, эмира Алеппо. Крестоносцы были разгромлены, спаслись лишь немногие, в том числе и Раймунд Тулузский. А тем временем Гильом Неверский, не встречая сопротивления, дошел до Икония и осадил его. Взять город штурмом ему не удалось, и, не имея сил для длительной осады, он отступил в Антиохию. В горах Тавра его поджидал хитрый Кылыч-Арслан, устроивший ему засаду и перебивший почти все крестовое войско. Подобная участь постигла и третью волну крестоносцев. Франко-баварское войско было разбито турками под Гераклеей. Остатки этого войска были спасены армянами из Тарса. Больше всего не повезло Гуго Вермандуа, который скончался от ран в Тарсе, и маркграфине Иде Австрийской, попавшей в турецкие гаремы. Тем не менее, хоть арьергардный крестовый поход и провалился, крестоносцы на Ближнем Востоке получили хоть и скудное, но подкрепление и смогли продолжить свои завоевания. На этом приток свежих сил из Европы окончательно иссяк. Крестоносцы остались один на один с полчищами мусульман. В 1102 году Раймунд Тулузский, которому доселе не удалось заполучить себе владений на Святой Земле,
нацелился на Триполи, крупнейший порт на востоке Средиземноморья, разделяющий земли крестоносцев и до сих пор удерживаемый мусульманами. Раймунд обосновался в Тартусе, в том самом сирийском городе, где сейчас находится российская военно-морская база. Подумать только, ведь прошла уже почти 1000 лет, а крестовые походы все никак не закончатся. Раймунд с небольшим отрядом осадил Триполи. Местный кади запросил поддержки у соседних эмиров Дамаска и Хомса. Только крестоносцам удалось разбить мусульманские войска, и они продолжили осаду. Не дожидаясь падения города, Раймунд основал здесь свое графство. Освободить Боуменда Тарентского военным путем у крестоносцев не получилось, но на их счастье им помог богатый армянин Василий Гох. Правитель Кисунского армянского княжества, он выкупил бедолагу за баснословную сумму, после чего Боуменд вернулся в Антиохию. В благодарность за помощь спустя несколько лет крестоносцы из Эдесского графства разграбят и уничтожат Кисунское княжество. Балдуин I, продолжая политику своего брата Готфрида, в 1104 году наконец покорил ту злосчастную Акру. При нем Иерусалимское королевство достигло наивысшего могущества. А тем временем, далеко на севере, норвежский король Сигурд I также изъявил желание стать крестоносцем. В 1107 году, снарядив огромный флот, он выдвинулся в путь. Перезимовав в Англии, где тогда правили их земляки, к следующему году норманы достигли Галисии. Однако местные христиане были им не рады и отказали им в пище, и посему норвежцы-крестоносцы, как и полагается настоящим викингам и порядочным крестоносцам, разгромили их дома и забрали все, что смогли найти. По пути на викингов напали сарацинские пираты, которых они успешно разгромили. В отместку пиратам викинги разграбили мусульманский Лиссабон. Сарацины не усвоили урок и предприняли еще раз попытку разгромить флот Сигурда близ Гибралтара, опять же безуспешно. Возмущенные сей наглостью норвежцы сожгли самое сердце арабского пиратства – Балеарские острова. Последней их остановкой по пути к Святой Земле была Сицилия, где правил нормандский король Рожер II. Балдуин I значительно усилил Иерусалимское королевство. Помимо территориальных приобретений, при нем все государства крестоносцев стали его вассалами. Также был создан собственный латинский патриархат, благодаря чему все христиане на Ближнем Востоке вышли из попечения православного патриархата. Надежными союзниками Балдуина стали торговые города-государства Венеция, Пиза и Генуя, которые оказывали Иерусалиму военную помощь взамен на торговые преференции. Раймунд Тулузский при жизни не успел захватить Триполи. Завершить завоевание города смог его внебрачный сын от двоюродной сестры Бертран Тулузский. Тем временем викинги на 3-й год своего плавания достигли Святой Земли. Здесь они помогли Балдуину захватить важнейший город Сидон. Вдоволь навоевавшись, умиротворенные норвежцы покинули Иерусалим и отчалили в Константинополь, где обменяли свои большие корабли на лошадей и по суше отправились домой. По пути домой Сигурд заехал в Киев, где правили потомки варяжского князя Рюрика. Здесь его встретили с хлебом-солью и даже сосватали за него местную красуню Мальфиду Киевскую, дочь Мстислава Великого, последнего сильного князя единой Киевской Руси. Кстати, друзья, по истории Древней Руси у меня на канале есть большой цикл подробнейших видео, весьма рекомендую. На Руси, вдоволь наслушавшись удивительных рассказов Сигурда о крестовых походах, также решили организовать свой поход, только не на Ближний Восток, а на соседние кочевые племена. Величайший русский полководец Владимир Мономах в 1111 году предпринял крестовый поход против половцев. Дишти Кыпчак, конфедерация половецких ханов, десятилетиями терзавшая Русь бесконечными набегами, уже порядком надоела славянам, и Мономах решил нанести удар в самое сердце степи. Собрав огромное войско совместно с Черниговским и Киевским князьями, русские крестоносцы выступили в путь. Они захватили Шарукань, столицу донских половцев, и Сугров, второй по величине Половецкий град. И, не встречая особого сопротивления, вышли к Северскому Донцу. Здесь, близ реки Сальница, их встретила бесчисленная кипчакская орда.
Завязался смертельный бой, в котором славяне выстояли и наголову разгромили половцев. После этого сражения Русь заключила мир с Дешты-Кипчак и обезопасила свои границы от набегов. А на Ближнем Востоке крестоносцы медленно, но верно расширяли свои владения, их могущество увеличивалось. Балдуин I в конце своего правления прорубил окно в Африку и вышел к Красному морю. После череды побед и поражений между крестоносцами и мусульманами был установлен паритет, дальнейшее расширение было уже затруднительным. В 1119 году в Иерусалиме был основан еще один военно-монашеский орден, ставший известным как Орден Тамплиеров, дословно «храмовников», или, как себя называли сами тамплиеры, Орден Бедных Рыцарей Иерусалимского храма. На самом деле эти рыцари были далеко не бедными, они обладали значительными территориями как на Ближнем Востоке, так и по всей Европе. Их могущество было настолько велико, что даже сам Папа Римский издал буллу, согласно которой тамплиеры освобождаются от всяких налогов, могут свободно пересекать любые границы и будут подчиняться только римскому папе и никому более. Ненадолго крестоносцы смогли расслабиться и заняться своими внутренними делами, однако все изменилось в 1127 году. Сельджукский султан назначил Имад ад-Дина Занги Атабеком Мусула. Занги вскоре стал проводить самостоятельную политику, независимую от султана, подчиняясь ему лишь номинально. Занги завоевал Алеппо и значительно расширил свои владения. Он был храбрым воином и прослыл грозой крестоносцев. Несмотря на все трудности, крестоносцы значительно изменили баланс сил на Ближнем Востоке. Они заняли ровно столько земель, чтобы контролировать торговые маршруты в Европу из Азии. После их завоеваний торговый путь из Варяг в Греки, благодаря которому процветала Киевская Русь, потерял свою актуальность и опустел, что стало одной из причин окончательного распада Руси в 1132 году. Неожиданным союзником крестоносцев против мусульман стало низаритское государство ассасинов, то есть профессиональных убийц, заклятых врагов сельджуков. Ассасины создали целую сеть крепостей по всему Ближнему Востоку. Их столицей был город Аламут на севере современного Ирана. Исповедовали они ислам шиитского толка, исмаилитского течения. Ассасины действовали скрытно и жестоко, избегая открытого столкновения с врагом. В 1140 году крестоносцы продали ассасинам земли на границе Триполи и Антиохии. Здесь была основана крепость Масьяв. Но уже в 1144 году случилась катастрофа. Атабек Занги захватил половину Эдесского графства, включая его столицу Эдессу. Не найдя поддержки среди остальных крестоносцев, эдесситы взмолились о помощи Папы Римского, дабы тот объявил новый крестовый поход. Однако Папа Римский Евгений III медлил с походом. Ему и своих проблем хватало, ибо Рим захватила христианская секта Арнольда Брешианского, была объявлена Римская республика, восстановлен Сенат, а самого Папу Римского изгнали из города. Инициативу в свои руки взял король Франции Людовик VII. В 1146 году он изъявил желание отправиться в Эдессу. Лишь после этого Папа Римский объявил крестовый поход и отправил Людовику своего легата, святого Бернарда Клервосского, который должен был агитировать народ, проповедуя идеи крестового похода. К слову сказать, его проповеди были всегда убедительны, и вся Франция, воодушевившись его речами, поднялась в бой. На следующий год святой Бернард уже проповедовал в Германии, где ему удалось убедить короля Конрада III также присоединиться к походу. Целью минимум всего крестового похода стало отвоевание Эдессы у мусульман и ослабление эмирата зангидов, а целью максимум было еще и расширение Иерусалимского королевства. Присоединиться к крестовому походу также пожелали и на Британских островах. В мае 1147 года объединенный флот англо-нормандского королевства и ряда других стран, возглавляемый Херви де Гленвиллем, выступил из Дартмута в путь к Святой Земле. По пути англо-нормандское войско попало в шторм и высадилось в столице Португалии, городе Порту. Местный король Афонсу I несказанно обрадовался крестоносцам. Он уговорил их присоединиться к реконкисте, внушая им, что не обязательно плыть в далекие края.
ибо проливать кровь во имя Иисуса можно и здесь, в Испании. Целью этого альянса стал Бадахосский эмират, остаток державы альморавидов. И в начале июля объединенное португало-крестовое войско осадило город Лиссабон. Заинтересованность в участии в походе проявил также нормандский король Сицилии Рожер II, обладавший огромнейшим флотом. Он предлагал французам переправить всю их армию напрямую в Антиохию, минуя Византию. Однако Людовик отказался от всего предложения и попёрся вслед за германским королем, который летом 1147 года пошел по старому крестовому маршруту. Это решение оказалось фатальной ошибкой, обернувшейся плачевными последствиями. Часть рыцарей-крестоносцев из Германии поняли призыв к крестовому походу несколько иначе. Правители Саксонии, вместо того, чтобы отправиться на Ближний Восток, направились на север, где на землях Прибалтики проживали язычники-славяне. Это событие стало известно как Венский крестовый поход или крестовый поход против славян. Папа Римский даже издал буллу, которая приравняла поход на славян ко второму крестовому походу, тем самым поставив в один ряд турок и славян. Против племен абадритов, возглавляемых Никлотом, выдвинулась армия саксонского герцога Генриха Льва. Позднее к ним присоединились датчане, а землю лютичей и поморян атаковала армия Альбрехта Медведя, будущего маркграфа Бранденбурга. Крестоносцы планировали поживиться славянскими землями, а Папа Римский желал обратить славян в католицизм. Узнав о приближающихся врагах, князь Бодричей Никлот нанес удар по Любеку, а после отступил в цитадель Добин. Армия Генриха осадила сию крепость, однако все попытки штурма, отчасти благодаря неумелым действиям датчан, были с легкостью отбиты славянами. И крестоносцы были вынуждены заключить с Бодричами мир, по условиям которого захватчики возвращались в Освояси, а Бодричи делали вид, что они приняли христианство. Армия Альбрехта достигла немного больших успехов. Альбрехт осадил крепость лютичей Деммин и вынудил ее защитников также принять христианство, опять же чисто формально. Далее он дошел до Щецина, где хитрые славяне выставили по периметру стен города кресты, делая вид, что они уже веруют в Христа, и крестоносцы их не тронули. В результате похода Альбрехт захватил земли на правом берегу Эльбы. Пока саксонцы сражались со славянами, сицилийский король Рожер II, оскорбленный тем, что его не взяли с собой в крестовый поход, принялся нападать на Византию, которая положила глаз на его владение. Он заключил союз с Египтом, разграбил Афины и захватил остров Корфу. Этими действиями он стремился вбить клин между крестоносцами и византийцами. И отчасти ему удалось добиться своей цели. Однако крестоносцы своим поведением по пути к Константинополю все равно дискредитировали себя. Так крестовые армии, продолжая двигаться к Святой Земле через Венгрию и Византию, по пути грабили и мародерствовали. Византийский император Мануил I Комнин, которому пришлось терпеть все эти неудобства на своей земле, крайне боялся, что крестоносцы захватят Константинополь, и потому пошел на отчаянный шаг и заключил союз с Масудом I, сыном Кылыч-Арслана, правителем Конийского султаната. Этот шаг дал понять туркам, что византийцы не станут помогать крестоносцам в этой войне. А без помощи византийцев этот поход был обречен на провал. Конрад подошел к Константинополю в конце сентября. Император поспешил переправить его армию в Анатолию, потому как немецкие войска уже начали стычки с византийской армией. Особо отличился в этом племянник Конрада Фридрих Барбаросса, будущий император Священной Римской империи. Переправившись в Анатолию, Конрад встал лагерем близ Никеи. Здесь в немецкой армии начались разногласия. Конрад решил двигаться через земли турок, а его сводный брат, епископ Аттон Фрейзингский, предлагал идти в обход по византийской земле. В итоге крестоносцы разделились. Конрад отправился через турецкие земли, а Аттон двинулся вдоль моря. Немцы были не готовы к маршруту через горы, продвигались крайне медленно и вскоре стали испытывать трудности с провизией.
А тем временем далеко на западе 25 октября крестоносцы захватили Лиссабон. Эмиру города, который сдал сию цитадель, было обещано, что все мусульмане смогут беспрепятственно уйти. Однако выполнить условия капитуляции крестоносцы не смогли, и началась резня. Большая часть крестоносцев осталась в Португалии, и лишь немногие из них отправились к Святой Земле. А на востоке, напротив, дела шли не лучшим образом. Армия Конрада 26 октября вышла к Дарилее, где ровно 50 лет назад крестоносцы одержали славную победу над Кылыч-Арсланом. Здесь их уже поджидала турецкая армия Масуда I. Попав в западню, крестоносцы были разбиты и бежали аж до самой Никеи. В этой битве полегло 90% рыцарей. Так Масуд отомстил за своего отца. Раненый Конрад остался в Никее дожидаться французскую армию, которая была уже на подходе к Константинополю. Император Мануил, дабы поскорее избавиться от французов, рассказал им, что немецкая армия якобы побеждает турок, и все лавры достанутся им. Уловка византийского императора сработала, и ущемленные французы переправились в Анатолию. Здесь, на Азиатском берегу, Людовик узнал о печальной участи Конрада. Короли договорились дальше действовать вместе и пошли той дорогой, которую ранее выбрал епископ Аттон, потому как смотреть на старую дорогу, усеянную трупами крестоносцев, впечатлительные рыцари не пожелали. Впрочем, Аттону, который уже был на полпути к Антиохии, так же как и Конраду, не повезло. Близ Лаодикеи турки устроили ему засаду и уничтожили большую часть его войска. Эта дорога через западную горную Анатолию была не менее тяжелой, чем через ее центр. Людовик VII, не предвидя подобного развития событий, взял с собой в поход свою ненаглядную жену, Алиенору Аквитанскую, которую он любил больше всего на свете, а также многочисленную свиту. По пути крестоносцев донимали турки, и их ряды таяли с каждым днем. К началу 1148 года крестоносцы достигли Эфеса. Здесь они разделились. Конрад со своим отрядом вернулся в Константинополь по приглашению императора, а Людовик продолжил путь к Святой Земле. С большим трудом дойдя до Антальи, французы не выдержали и стали умолять византийцев помочь им с логистикой. Те сжалились, переправили их на своих кораблях в Антиохию, где французов радушно встретил местный князь Раймонд де Пуатье. Здесь у короля Людовика VII случилось одно весьма щекотливое событие. Его красавица-жена, которую он безумно любил, переспала с более опытным Раймондом. Униженный и оскорбленный, Людовик не знал, как дальше жить. Он проглотил сию обиду, но весь энтузиазм, с которым он приехал на Святую Землю, буквально рассеялся. Пока удрученный король пребывал в унынии, случилось другое, не менее подлое событие. Германский король Конрад, отдохнувший в Константинополе, на византийских кораблях прибыл в Иерусалим, где вместе с Балдуином III, королем Иерусалима, решил атаковать более слабый Дамасский эмират вместо эмирата зангидов, главных врагов крестоносцев, тем самым отказавшись от первоначальной цели похода. Людовик, все еще опечаленный изменой любимой жены, все же присоединился к ним, и объединенное войско крестоносцев численностью в 50 тысяч солдат летом 1148 года осадило Дамаск. Осада длилась всего 4 дня, так как крестоносцы не смогли договориться, кому будет принадлежать город, и, испугавшись приближающейся армии эмира Нур-ад-Дин Махмуда, сына Занги, отступили в Иерусалим. Конрад, психанув от целой череды неудач, бросил все и на византийских кораблях уехал в закат. Людовик же еще полгода тусовался на Святой Земле, все никак не решаясь исполнить свой долг, и в конечном итоге в начале 1149 года на нормандских кораблях также вернулся домой. Нур-ад-Дин после бегства крестоносцев напал на Антиохию. Турецкая армия осадила крепость Инап. Раймонд де Пуатье, заручившись поддержкой ассасинов, собрал 1500 воинов и выдвинулся на снятие осады. Нур-ад-Дин, видя приближение столь малых сил, принял их за авангард и отступил. Раймонд, вместо того, чтобы укрыться в крепости, встал лагерем перед ней, и ближайшей ночью турки уничтожили его вместе с армией.
Зангиды захватили почти половину антиохийского графства, а после мирного договора с Антиохией окончательно покорили Эдесское графство. Таким образом, Людовик VII был отомщен, правда, чужими руками. По возвращению на родину Людовик еще 3 года терпел свою благоверную, а после чего все-таки с ней развелся. После развода Алиенора оттяпала у этого простофили полцарства, и уже спустя 2 месяца эта вертихвостка выскочила замуж за нормандского герцога Генриха II Плантагенета, который вскоре станет королем Англии. Тем самым Алиенора преподнесла в подарок англичанам половину Франции, что в дальнейшем стало причиной Столетней войны. А тем временем на Ближнем Востоке продолжались боевые действия. Балдуину удалось захватить крепость Аскалон у фатимидов, чем он обезопасил южную границу. Нур-ад-Дин, эмир государства зангидов, также не сидел без дела, и в 1154 году он унаследовал Дамаск, тем самым окружив крестоносцев с востока. Над Иерусалимом нависла смертельная опасность. Мусульмане Египта и Сирии были полны решимости покончить с крестоносцами. До падения Иерусалима под ударами сарацинов остались считанные десятилетия.